Всем привет, господа! Сегодня у нас видео будет о очень нужной вещи, которая нужна любому охотнику, рыбаку, туристу, ну и особенно курящим. Я как не курящий, но все равно этой вещью пользуюсь. Это зажигалка. Зажигалок в мире очень масса, всяких бензиновых, газовых, двух типов, бензиновые и газовые. Сегодня пойдет речь о зажигалках Имко. Немножко из истории. Фирма Имко была основана в 1907 году в Австрии и поначалу производила пуговицы для армии. Спрос был большой, потому что в те времена как раз начиналась Первая мировая, и фирма как бы получала нормальную прибыль. Потом, когда Первая мировая война закончилась, там 17-18 года, прибыль стала падать, чуть ли не банкротство, и владелец решил подумать, что же дальше делать-то. Надо было что-то изобрести такое, что нужно всем, причем дешевое, ну и желательно из дармового сырья. Сырья было много, а это были гильзы, стрелянные гильзы. Вот из них он и начал делать зажигалки. Сейчас вы видите на своих экранах изображение первой зажигалки, которая вот и делалась из стрелянных гильз. Это владельца фирмы и подтолкнуло делать из гильз. Почему? Потому что многие солдаты, сидя в окопах в Первую мировую, делали различные поделки из гильз. И его вот как бы солдатские поделки натолкнули на мысль производить в промышленных масштабах качественные, надежные зажигалки для армии, получив госзаказ. Так, это короткое вступление, как бы. Ну, первая довольно известная зажигалка от Имко была модель 4700, в 1937 году сделана для, в принципе, вермахта. Немецкие солдаты использовали зажигалки Имко. Они были очень надежные, неприхотливые, работали в любых условиях, на морозе, на ветру, даже после попадания в воду. Потом в виде трофеев уже советские солдаты забирали эти зажигалки и пользовались ими, были тоже очень довольны и даже дали прозвище «Вдовушка». Почему «Вдовушка»? Они были такие же безотказные и давали всегда искру. Итак, давайте посмотрим, что же это такое за зажигалка. Сейчас вы видите на своих экранах основные модели зажигалок, которые принесли успех фирме Имко. Существуют и другие модели, но вот это самая распространенная. У меня одна из них. Сейчас я покажу поближе. Вот так выглядит оригинал. Покрашенная желтый, зеленый, синий цвет. Много подделок в мире, но китайцы, в принципе, не заморачиваются, не раскрашивают зажигалки, просто серебристого цвета. Бывает еще других расцветок, там красные, желтые, черные, там просто красные. Сейчас вы видите на своих экранах, какие они бывают. Китайцы не заморачиваются с расцветкой, просто серебристые делают, как я уже говорил. И вот на этой крышечке у них, которая закрывается у китайцев, более гладкая поверхность, и здесь рифленая. Даже вот вы слышите, ногтем я царапаю, что здесь рифленость. На оригинале вот здесь выпуклости, на китайских наоборот, как их называют, не выпуклости, а вдавливание. Вдавлены, то есть чтобы открыть эту крышечку. Здесь нажимаем вот на этот фиксатор и открываем крышечку. Вот. Также здесь есть надпись Имко патент типа.
Вот. На китайских его, в принципе, тоже нету. Ну и железо, естественно, на оригиналах вот толстое, а китайские менее толстые. Соответственно, и надпись тоже, что это сделано в Австрии, у китайцев отсутствует. Ну там по-другому пишется, я уже не помню как. Здесь название модели Imco Triplex Super, по-моему, да? Да. Супер, сделано в Австрии. Ну и модель 6720. В принципе, фирма прекратила свое существование в 2012 году, но до сих пор можно еще достать оригиналы различных коллекционных собраний. Я вот купил у коллекционера из Греции. Обошлось почти в $40. Приехала она, естественно, все в идеале, новая, не запускалась. Кремния в ней, естественно, нету, надо вставить, ну и заправлять, само собой. Кремния лучше, в принципе, не чиркать при пустом кремне, чтобы не изнашивалось колесико. Кремния нужно использовать мягкие, ну, желательно оригинал, конечно, но если нет, ну просто мягкий кремний. Во-первых, будет искру давать больше, и во-вторых, не будет стачиваться колесико. Зиповские кремни не используйте, они жесткие. Отличие еще вот фитиль в оригинале просто тряпочный. В китайских еще вставлен фитиль медная проволока. Так, что тут еще вам рассказать такого интересного? Ну, сейчас. Вот здесь отодвигается это дело, там вставляется фитиль сюда в первую верхнюю часть, а здесь, в принципе, место для... фитиль вставляется, кремень вставляется в верхнюю часть, ну и потом зажимается пружинкой. Так, а здесь есть еще место для второго кремния. Ну вот как бы так. Заправляется первые зажигалки просто. У них, ну, по-другому это дело выглядело. Здесь у них были прорези. И вот этот контейнер с прорезями просто окунался в какую-то емкость с бензином. Ну, буквально делаю там пару секунд. Вставлялось назад, и все чиркалось, и все горело. Вот чем они завоевали свой мир, вот эти зажигалки Imco. Надежный, как АК-47. Здесь же придется просто вот эту часть вынуть. Вот видите, там ватка. Ну и закапать туда бензина. Кстати, работает на всем. Любой бензин, даже калоши, и даже на солярке работает. Но лучше солярку, конечно, не использовать, более жирная она, ну и коптить будет. Лучше это сделать с бензином. Очень ветроустойчиво. Вот это колесико, оно вот поднимается, ветрозащита называется. Сейчас будет вот так вот в таком положении меньше пламя. Если вниз опустить, больше пламя. Реально, по отзывам у людей работает, сильный ветер, пламя не тухнет. И даже при попадании в воду. То есть вы там под дождем промокли, либо попали в воду при переправе в какой-то, или случайно попали в воду, преодолевая там реки, озера и так далее. Открываете просто зажигалку, там встряхнули, продули, и все работает, все горит. Сейчас мы ее приведем в боевое состояние, подготовим к охоте, потому что я, в принципе, пользуюсь газовой зажигалкой. Сейчас покажу какой. Уже много лет пользуюсь. Вот Turbo Flame. Вот видите, уже пообтерлась. Газовая зажигалка. Производится для английской армии. Очень надежная. Двойное пламя. Тут до 1300 градусов греется. Газа уже нету. Надо будет заправлять. Но это отдельная тема для разговора. Сейчас разговор об Imco. Сейчас я вставлю сюда кремень.
Кремень у меня не оригинальный. Надо будет приобрести оригинальный. Вот, от фирмы Alpha. Уже валяется несколько лет. Не помню даже сколько лет, 15, наверное. Что-то покупал тоже для зиповской зажигалки. Но вроде как средней мягкости. То есть колесико в зажигалке не износится. Ну и заправим ее бензином. Мне вот друзья подарили вот такой бензин зиповский. Но, как я уже сказал, можете использовать любой бензин. Сейчас мы это сделаем. Итак, нажимаю фиксатор и открываю вот эту часть, как я говорил. Дальше оттягиваю пружину. Покажу еще раз поближе. Так, где у нас там фокус? Вот оттягиваю. И пружинка уходит с этой части, освобождая место для кремния. И туда мы вкладываем кремень. Кремень, по-моему, должен быть в районе 5 мм длиной и в диаметре 2,3 мм. Ну, штангелем мерить не будем. Поверим на слово. Вот он туда упал. Не знаю, увидите вы там или нет. Ну, да ладно. И задвигаем пружинку. Дополнительные кремень пока ставить не буду. Ни к чему мне он. Ну и захлопываем крышечку. Все. Теперь нам осталось туда налить бензина. Вынимаем бак. И закапываем. Дело это вонючее, зиповское, насколько я помню. Блин, носик утопился. Подняли носик, заправляем. Ай, блин, а струя-то уже. Ну да, баночка-то полная. Чуть-чуть пальцами дотронулся. И все, и струя пошла. Давно уже не заправлял зажигалки. У меня как бы есть бензиновая. Но давно я не пользовался. Как перешел на это на газовую Turbo Flame английскую. Ну вот все, с другой стороны уже с фитиля начало капать. Значит, бачок полный. Да, воняет, конечно, жуть. Но на видео вы не сможете понюхать. Так, обратную часть я уже закрыл. Вот, обратная часть закрыта. Все, вот такой контейнер. Испаряется медленно это дело, ну, то есть долго держится. Месяц-два. Люди курящие, как говорится, им, которые курят, им на месяц хватает. Так что мне хватит надолго. Я думаю, на сезон на охотничий. Так, ну и вставляю обратно туда. Ну, пробуем зажигать. Вот. Загорелось. Сейчас попробуем пламя подрегулировать. Да, поднимаем наверх эту самую ветрозащиту, пламя становится меньше. Опускаем, пламя больше. Вот, поднял, пламя уменьшилось. Опускаю, пламя больше. Ну вот как бы так. Да, идеально работает. Мне нравится. Так что советую, товарищи охотники, рыболовы, экстремалы и туристы.
Это очень полезная вещь, очень нужная вещь в вашем арсенале при вылазках на природу. Газовые зажигалки не работают в холодную погоду. Приходится держать в внутреннем кармане, там согревать и так далее. Ну и на больших высотах, там в районе 3000 метров. Кто ходит в горы, тот знает, почему они там не работают. Вот эти зажигалки бензиновые будут работать всегда. Тем более вот эта зажигалка, которую даже не утопить. Она непотопляемая. Попозже мы ее протестируем в воде. Ну вот и все. Наше видео подошло к концу. Прекрасные зажигалки Имка. Если будет возможность, приобретите. В принципе, даже можно Китай. Хорошие китайские зажигалки, в копии. Тоже по отзывам, в принципе, в интернете служит долго и надежно. Ну, соответственно, там нету там надписи другие, вернее, там и так далее. Там этот самый, как его, фитиль другой. Ну, со временем можете заменить на другой, там, без медных волосков, на тряпочный. Ну, или просто используйте с этим медным. Ну и кремний, естественно, тоже используйте нормальный, мягкий. Кстати, здесь колесико, не как в обычных зажигалках, на колесике косые нарезы, которые скребут кремний. У этого горизонтальные. Вот в чем отличие оригинальных зажигалок Имка от подделок. Все, всем пока. Если понравилось видео, увидимся в следующем обзоре. Уже газовые зажигалки Turbo Flame Ranger, выпущенные для английской армии.